Всем добрый день. Сегодня речь пойдет про версию редактора формы XML диалога 0.2.0. При открытии данного редактора вы можете увидеть окно, которое можно поделить на три части. Первая часть — это панель инструментов, где представлены все объекты, которые можно размещать на форме. Второе, собственно говоря, визуальное отображение самой формы. Ну и третье — это панель свойств, где представлены свойства того или иного объекта. Первое, самое главное, это форма. Для того, чтобы редактировать свойства формы, для этого необходимо кликнуть по черному прямоугольничку с надписью заголовком формы, и у вас здесь отобразятся свойства формы, где вы можете их легко изменять. Ну, допустим, назовем их Hello World. Все изменения применяются сразу же, ничего нигде сохранять не нужно. По умолчанию в главной форме уже есть главный контейнер. Для обращения к его свойствам необходимо кликнуть на эту кнопочку. У вас всплывут свойства контейнера. Контейнер у нас бывает трех видов. Это Vertical, Horizontal и Grid. Вертикальный, естественно, вертикальный. Ну вот, к примеру, покажем вам. Кинем сюда два лейбла. И вот, как видите, они у нас разместились по вертикали. Далее, если мы его поменяем на горизонтальный, они, естественно, разместятся по горизонтали. Ну, а если мы их поставим grid сеточку, то тогда можем легко дополнять другие объекты в сетку. Удаляются объекты с помощью нажатия клавиши на Delete. Остальные свойства, Vertical Spacing, Horizontal Spacing указывают на то, насколько будут разделены между собой объекты внутри контейнера. Вот сейчас стоит 10. Если мы, допустим, изменим и поставим 20, то вот они у нас стали на расстоянии 20 пикселей. Вертикальный то же самое, но по вертикали. Vertical Line говорит о том, как будут располагаться объекты внутри контейнера по вертикали. Сейчас стоит топ, вот они прижаты кверху. Если мы поставим middle, они, естественно, станут посередине. Button, естественно, внизу, а если установим Justify, они у нас растянутся по всей высоте. Вернемся к лейблам. Допустим, мы хотим сделать вот такую вот небольшую форму, которая состоит из двух строк и трех столбцов, где в первом столбце у нас указаны метки, там будут имена каких-то людей, по второй текстбоксы для ввода информации, а в третий компонент, где будет вводиться какая-то справочная, наверное, информация. Допустим, имена у нас обычно не такие длинные, они могут у нас быть достаточно короткими, вот назовем, допустим, Макс и Алекс. Как видите, имена у нас достаточно короткие, но при этом занимают аж целую треть поля. Это все можно изменять, используя политики. Политики у нас есть у каждого объекта, который вы можете видеть на панели инструментов. У нас сейчас стоит горизонтальная политика растягивать. Мы можем поставить Fixed. Тогда размер компонента будет фиксированным, который указан в поле width. Сейчас он указан 100. Поставим 120, вот он стал 120. Также еще есть свойство авто. Свойство авто, он автоматически подбирает размер столбца, равный размеру содержимого нашего объекта, то есть надписи max. Также возьмем Алекс и установим ему авто. Вот. Теперь, если у нас, допустим, изменится у кого-то имя и тут что-то добавится, то, как видите, столбец также расширился. Теперь текстбоксы. Допустим, текстбоксы вам тоже не нужны сильно большие, их можно как-то зафиксировать. Мы можем указать им горизонтальную политику Fixed, и они у нас станут размерами 100. Вывод справочной информации, там обычно пишется, что там много, и поэтому она может занимать все остальное место. Но опять же, иногда может вывестись большой текст, иногда маленький, и занимать столько большую площадь по вертикали не совсем целесообразно. Тогда мы можем указать этому объекту по вертикальную политику авто, и он будет автоматически подбирать также по содержимому. То есть, если мы сейчас начнем текст чем-то дописывать, то при появлении новых строк он будет увеличиваться по высоте сам. Опять же, если все это удалить. Дальше. Какие еще у нас есть тут интересные объекты? Возьмем, поместим сюда LXbox. При создании он автоматически создает два пустых элемента. Элементы редактируются через свойство Options. Здесь у вас откроется окно редактирования элементов, где мы можем их изменять.
И, допустим, пусть второй элемент у нас будет выделенным. Нажимаем, можем еще добавить элементы, пусть будет третий. Нажимаем ОК. Вот у нас создались 3 элемента в листе. Еще хотел обратить ваше внимание на компонент Image. Image у нас составляет себе картинку. Картинку мы можем загрузить либо с компьютера, и вот она у нас появилась, либо можем указать URL картинки и вставляем сюда, и картинка у нас сюда здесь появилась. Ну и еще иногда бывает необходимость разделять компоненты линий. Лейбл, допустим, и еще один лейбл. Их мы хотим разделить между собой при помощи линии. Тогда мы бросаем нашу линию. Она у нас по умолчанию создается горизонтальной, но мы можем поменять вид ее и сделать ее вертикальной. Теперь, если мы укажем по вертикальную политику justify, а горизонтальный fixed, то тогда она у нас уменьшится до минимального размера. Также мы можем редактировать ее цвет. Ну, допустим, она у нас стала зеленой, и толщину укажем, допустим, 3. А теперь, если мы поставим, чтобы вертикальная политика все-таки была фиксированной, и укажем ее длину 30, давайте не 30, это C2, то вот все, они у нас разделились линией. Ну вот чекбокс группа и радио баттон группа тоже достаточно интересный объект. Он представляет из себя группу радио баттонов. И также можно редактировать сразу заголовок этой группы. Но если вы заголовок вам не нужен, вы его можете убрать, и он просто исчезнет даже место под заголовок, чтобы, так сказать, не мешать. Элементы редактируются также по всплывающему окну. И можно выбирать какие-то уже выделенные. Вот он стал выделенным. Про содержимое. У нас, несмотря на то, что объект, сам элемент имеет вот такую вот у нас ширину, мы можем текст размещать не только слева, но и также изменять его нахождение внутри элемента. Для этого наведем кликнем правой мышкой по содержимому и выберем Horizontal Align Center. Вот у нас текст стал по центру. А если мы будем что-то изменять, дописывать, то он остается у нас, собственно говоря, в центре. А также можем размещать его вправо, и также можем его растягивать по всему компоненту.